Добрый день, дорогие друзья! Многие из вас спрашивали у меня мнение по поводу военных учений в Припяти 4 февраля. В комментариях в Фейсбуке я вкратце давал свое мнение и свою позицию по этому поводу. Что в создавшейся тяжелой и напряженной политической обстановке вокруг Украины целесообразность и место проведения военных учений определяет руководство страны. Силовые ведомства, Министерство обороны. И оно не обязано согласовывать свои действия для повышения обороноспособности и боевой готовности армии с туристическими агентами, которые, собственно говоря, и подняли этот вой о том, что ох, боже ж мой, расстреляли мою Припять, исторический памятник, жемчужина туристического Чернобыля. То есть для этих ребят важнее всего туристический объект. Они имеют смелость или даже дерзость указывать, что, мол, могли бы найти и другое место. Чего это вы в Припять приперлись? Мало что ли заброшенных городов? Идите туда и там учитесь. Оценку данных высказываний я давать не буду. Припять никогда не была государственным памятником. Она не является государственным памятником, охраняемым законом. Весь город списан по нулевой стоимости. И мне вот, кстати, непонятно, каким образом некоторым товарищам удалось добиться выделения из бюджетных средств 1 400 000 гривен на техническую экспертизу 16-этажного здания в центре Припяти. Вы думаете, это в заботе о припятчанах? Я сильно сомневаюсь. В планах построить лифт для подъема туристов. Лифт с внешней стороны, чтобы вы понимали, не внутри здания, оно же в аварийном состоянии, а именно с внешней стороны прилепить шахту лифтовую и поднимать людей на крышу, где сделать смотровую площадку. Опять же, это что, из любви к городу или припятчанам хочется сделать? Нет, это для того, чтобы туристы смогли смотреть на Припять сверху, потому что снизу летом ни черта не видно. Природа забирает свое. Здания разрушаются и временем, и природой, корнями растений. В то же самое время с белорусской стороны в Чернобыльской зоне тихонечко, без всякого пафоса и шума, через реку Припять возводится понтонный мост. И не просто пешеходный мостик такой, а нормальный понтонный мост для передвижения тяжелой техники. Некто из туроператоров на последней громадской раде ДАЗ заявлял, что танки с севера не пройдут по Чернобыльской зоне, там болото. Но он специалист, он крупный специалист, не только в бизнесе туристическом, но и в военном деле, стратегии и тактике. Не, они там не пройдут. Я не знаю, для каких целей в учебных целях был воздвигнут этот понтонный мост. И не дай бог, чтобы он был использован для того, чтобы проникнуть в Чернобыльскую зону на украинскую территорию. Почему же некоторые туроператоры ведут себя так смело и борзо, я бы сказал? Да все очень просто. В 2019 году пан президент одним из своих самых первых указов объявил Чернобыльскую зону туристическим магнитом. Виват! И я вот по прошествии 2,5 лет его президентства уже начинаю думать, что после него в Украине останутся не только хорошие дороги, но и хорошо развитый туризм в радиационно загрязненной территории. Вот именно это и будет лицом Украины со следами радиационного поражения. Туристическое лицо Украины.
Шикарно. Браво. Сарказм, конечно же. Такое впечатление, что в зоне других проблем вообще нет. И развивается только туризм с легкой руки президента. На следующий год, в 2023 году, из соседней страны к нам постучат в дверь и скажут: ребята, забирайте свои высокоактивные отходы, остеклованные. И мы обязаны будем их забрать. Кто не в курсе, я поясню. За все то время, что Украина вывозила ядерное топливо в Россию, мы обязаны забрать отходы от этой переработки. Пока они временно хранятся на территории России. И в 2023 году мы обязаны их забрать. Вопрос: куда? Как бы логично предположить, что в Чернобыльской зоне нужно построить хранилище. И планы такие были. И есть. Только вот уже проведено несколько тендеров, результат нулевой. Как нулевой? Объем хранилища уменьшился почти в 2 раза, а его стоимость возросла почти в 4. Но хранилища нет. И за оставшееся время я сильно сомневаюсь, что оно будет построено. Вот эта проблема. Не развитие чернобыльского туризма, не сохранение города Припять ради амбиций туристических агентств. Именно они раздули этот миф, что это памятник исторический, спекулируя и монетизируя чувства и эмоции припятчан. При всем уважении к эвакуированным. Кстати, сам город во время аварии 26 апреля, он не пострадал. Ни одно здание в результате взрыва 4-го блока не было разрушено. Он был загрязнен радиацией. Это да. Пытались ли его обмыть? Да, пытались. И очень интенсивно, и активно. И только после того, когда поняли, что отмыть нереально, потому что надо отмывать не только город, но и прилегающую территорию дезактивировать, было принято решение выдавать квартиры припятчанам в Киеве и в других местах. Было принято решение не возвращать припятчан в город. Хотя я так вот иногда думаю, что в принципе во времена, допустим, Сталина могли запросто принять решение вернуть и провести такой длительный эксперимент по воздействию последствий радиационной катастрофы на мирных жителей. Но тогда в 1986 году решили не проводить такой эксперимент. И Припять как бы опустела. Но, наверное, далеко не все знают, что город продолжал жить. Конечно, не так активно, как до аварии. Там было отопление, там было электричество, вода, канализация. Там жили и работали люди. Вахтовым методом. А кто-то и постоянно. Кстати, наша группа Дозразведки объекта укрытия пользовалась фотолабораторией города Припять. Вплоть до 97-го или 8-го годов аж. То есть там была действующая фотолаборатория с электричеством и водой. И поэтому фактически полностью город опустел во второй половине 90-х. А до этого времени он худо-бедно, но жил, функционировал. И как я уже говорил неоднократно, вот в то время, хотя бы в начале нулевых, имело смысл поднимать вот ту самую волну памяти, историчности, когда было что сохранять. Самая важная память и самая главная память — это в сердцах и в душах припятчан. Вот именно там Припять сохранится цветущим и молодым городом. Поэтому мое пожелание
особенно припятчанам. Не ведитесь на спекулятивные речи туроператоров. Для них вы не важны. Важна сама Припять как туристический объект, а не как место памяти, сакральное якось место. Для них это деньги, монетизация, как я уже говорил, ваших чувств и эмоций. Если продолжить тему чернобыльского туризма, то я в принципе не против. Может сложиться впечатление, что я ярый противник данного вида деятельности. Я против вакханалии и того, каким способом это развивается. Создается впечатление, четкое впечатление, что в Чернобыльской зоне туризм — это основной вид деятельности. ЦОТИС, Центр организации технического и информационного забезпечения зоны отчуждения, можно смело уже переименовывать в Центр обеспечения туризма. Это основной их вид деятельности. И все прикрываются тем самым указом президента. Туристический магнит Украины. Чернобыльская зона. Для меня пример, как можно развивать это, ознакомительные визиты на Чернобыльскую атомную электростанцию. Оставить ознакомительные визиты в Чернобыльскую зону, в заповедник. Прибрать всех частных предпринимателей, которые осуществляют организацию ознакомительных визитов. Они не являются туроператорами. На сайте ЦОТИС обозначено 20 якобы туристических операторов. По факту, по-моему, только один. Может, еще кто-то имеет туристическую лицензию. Все остальные частные предприниматели, сидящие на едином налоге, они не туроператоры. Предоставить право исключительно тому же ЦОТИСу осуществлять организацию ознакомительных визитов. Всех остальных за борт. И в данном случае зарабатывать будет государственное предприятие, а не частные предприниматели, сидящие на едином налоге. И тогда есть шанс, что заработанные деньги пойдут в том числе и на Чернобыльскую зону, на инфраструктуру. А в сложившейся ситуации бюджет практически ничего не получает от этой туристической активности и магнита. Пока что магнит только протянул понтонный мост через Припять на белорусской территории. Такое себе достижение. А пока что мы всему миру демонстрируем неэффективное управление Чернобыльской зоной отчуждения. На мой взгляд, полный провал. По всем направлениям. И в заключение, я бы очень хотел, чтобы туристическое лицо Украины было без следов воздействия радиации, было привлекательным и красивым, молодым. И чтобы некоторые туроператоры не лезли со своими мудрыми советами, где и как ответственным людям проводить военные учения для повышения обороноспособности армии. Будем жить, надеюсь, долго и счастливо. И пусть никто не уйдет обиженный.